Привет и всем, Борис Караман снова с вами. Привет, YouTube! Привет, YouTube! Привет, YouTube! С вами снова Борис Караман. Я хочу сказать спасибо тем, кто подписался на мой канал после просмотра моих первых видео. На сегодняшний день у меня больше 15 сотен человек, поэтому спасибо огромное. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же можно добраться до Соединенных Штатов Америки. Есть два пути, как я проделываю свое путешествие, когда я летаю в Россию, а именно в Сибирь. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Но прежде чем я начну, если вдруг вы не заметили мое красное лицо, то да, оно красное, и я сгорел. Пару дней назад я был на отдыхе на Тихом океане, была ветреная погода, и, как обычно, много воды, много ветра, и вот все это на моем лице отразилось. По поводу моей прически, та же самая причина: много ветра, много песка, и я до сих пор феном стараюсь промыть и просушить все эти песчинки, которые остались в моей голове от того, что дул сильный ветер. Мне очень понравилось отдыхать на Тихом океане, я выложу пару роликов, где вы сможете посмотреть Тихоокеанский закат и просто наша природа, в которой мы живем. Данное видео посвящается всем тем, кто покидает Россию каким-либо путем. Приезжаете ли вы в гости, или вы едете по бизнес-визе, или, может быть, вы туристы, хотите приехать сюда, то существует два пути, как можно попасть в Америку. Я надеюсь, что все из вас знают, что Америка — это остров. То есть к нам можно добраться по воде, либо по воздуху. Обычно, когда я летаю в России примерно каждые 2 года, то я выбираю путь, конечно же, по небу, который я как раз рекомендую. В своем прошлом видео я упоминал о том, что Аэрофлот до сих пор не связались со мной и не хотят быть моими спонсорами, поэтому Аэрофлот, я упомяну вас в самую последнюю очередь. Я живу в городе Портленд, штат Орегон, то есть это противоположное побережье от Нью-Йорка, поэтому мой путь от Портленда до Сибири достаточно далек. Если, например, вы живете в Москве, и ваш родственник живет в Нью-Йорке, то вам гораздо проще прилететь, вы садитесь в Москве, 9-10 часов на самолете прямым рейсом, и вы попадаете уже сразу в Нью-Йорк, то есть в этом проблемы никакой нет. Ну а если вы живете, как я, на северо-западном побережье, то вам придется сделать пару остановок. Обычно я выбираю между двумя компаниями, это Delta и Аэрофлот. Delta очень дорого, билет может стоить до $2500, и вы летите из Портленда до Нью-Йорка, Нью-Йорк-Москва, и потом Москва-Томск. Второй вариант, который предлагает Delta, вы можете полететь, например, с Москвы до Атланты. Если ваши родственники живут где-то в Массачусетс или штат Монтана, тогда получается, что вам нужно делать еще 1 или 2 пересадки. Я бы с удовольствием вам порекомендовал компанию Delta, но, к сожалению, на сегодняшний момент компания Delta прекратила свои перелеты в Россию, потому что им просто невыгодно. Поэтому нам остается одна авиакомпания, которой можно воспользоваться и улететь достаточно недорого. Это компания Аэрофлота. Опять же, говоря о моем маршруте, да, если вы летаете из любого города России, не Москвы, то вам придется совершать этот перелет. Для меня это Томск-Москва. И потом с Москвы я пересаживаюсь на другой самолет, лечу до города Лос-Анджелес, это прямой рейс, 11 часов и 45 минут, и после этого я пересаживаюсь уже на рейс до Портленда, это еще пару часов. Все это звучит замечательно, но нужно учитывать такие факты, как цена билетов, время, в которое вы летите. Кстати, если вам интересно о том, как купить билеты подешевле, то я могу вам рассказать об этом в отдельном видео, в какой день лучше их покупать, на каком веб-сайте, как выяснить, в какое время авиакомпания производит свои sales, то есть распродажу, для того, чтобы приобрести билет с гораздо большей скидкой, чем бы они стоили вам обычно. Если вы хотите такое видео, пожалуйста, отпишитесь мне в комментариях ниже, и я могу вам это поведать. Итак, вернемся к нашему варианту о том, что если вдруг вы живете не в России, или вы живете в стране, где Аэрофлот не летает, вы летите с Европы, скажем, с Германии, с Нидерландов, с Италии, с любой европейской страны, до Нью-Йорка летает очень много европейских компаний, билеты на которые вы также можете приобрести. Если деньги для вас не проблема, вы можете воспользоваться любой авиакомпанией, улететь в любое удобное для вас время. Но я вам скажу такой факт, что я помню, что несколько лет назад, когда я летал посетить своих родственников в Сибирь летом, то билет мне обошелся в $2500 туда и обратно. Если вы готовы потратить такие деньги только на билеты, то с катертью дорожка. Но я бы посоветовал вам воспользоваться компанией Аэрофлот, потому что они летают из Москвы напрямую сейчас до Лос-Анджелеса. И на сегодняшний день в один конец можно улететь примерно за $500-600. Это абсолютно реальная цена, которая, я думаю, будет приемлема всем. И вообще, я хочу сказать, что если вы летите в такую страну, как Америка, которая построена на бизнесе и деньгах, то у вас должен быть очень большой, объемный, набитый карман, потому что приготовьте здесь тратиться на проживание, здесь нужно очень много денег. Если вы хотите добраться до Соединенных Штатов по воздуху, то у вас есть несметное количество вариантов. То есть вы можете вылететь с любого города Европы и долететь до Нью-Йорка или Лос-Анджелес
или даже до Атланты. Это ваш выбор. Ну а для тех, кто боится у нас летать, приготавливайтесь для следующей информации. Если вдруг вы не переносите самолеты, и вы боитесь высоты, вас рвет, у вас закладывает уши, или вы боитесь подцепить какую-то заразу, потому что воздух в самолете постоянно циркулируется назад и вперед, или, может быть, вы никогда не летали, и вы не рассматриваете самолет как вариант, то тогда для вас существует такое понятие, как корабль. То есть вы можете доплыть до нас на корабле. Первые поселенцы, которые приезжали с Европы в Америку, они плыли месяцами, у них заканчивалась еда, они гребли попутными ветрами, то есть это было очень долго, это было очень муторно, многие вообще даже не доплывали или не доживали. Сейчас в современном 21 веке гораздо все проще. Вы можете купить билет, грубо говоря, на круиз, и добраться от портового города, например, в Италии, на корабле до, скажем, Аляски. Путешествие в среднем занимает 6-7 обычно дней, ну иногда бывает 8 дней, это зависит от погоды, это зависит от капитана. То есть в отличие от самолета, задержка которого может быть там от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости, например, от погодных условий или от того, что, не знаю, обращали ли вы внимание, когда самолеты иногда делают несколько кругов перед тем, как они садятся на землю, это делается для того, чтобы выбросить излишнее количество топлива, потому что когда самолет касается земли, это очень большое давление для того, чтобы предотвратить воспламенение. Говоря о кораблях, когда вы переплываете с одной точки земного шара в другую точку земного шара, то дается такой time range или разница во времени, что это может быть 6, это может быть 7 или это может быть 8 дней. Стоимость поездки на корабле за неделю стоит примерно $1400. Опять же, если вы хотите себе каюту с видом на проплывающих мимо китов, или вы хотите насладиться волнами и айсбергами, или вы просто хотите увидеть пиратов, заплатить им какую-то дань, чтобы вас не взяли в плен, вы можете заплатить дополнительные деньги за это, и это будет стоить вам примерно $1700. Поэтому рассчитывайте на то, что вы будете плыть неделю, у вас будет еда, у вас будет обслуживание, у вас будет мирное покачивание туда-сюда. То есть для тех, кто это не любит, я вам не советовал бы плыть. Для тех, у кого бессонница, наоборот, плывите, вас укачает так, что вы вообще неделю будете храпеть. Поэтому рассматривайте корабль как один из вариантов. Ну и обращаясь к тем, кто, может быть, знает еще какой-то способ, кроме самолета и корабля, я не знаю, может быть, у вас есть личная ракета или подводная лодка, дайте мне знать в комментариях ниже. Мне лично очень интересно было бы почитать о том, как вы добирались или добираетесь до Соединенных Штатов Америки. Может быть, вы капитан какого-то судна и хотите нам сказать о том, что обязательно нужно проплыть на корабле, потому что это будет запоминающее путешествие длиной в неделю на всю вашу жизнь. Пожалуйста, отпишитесь мне, я буду вам очень благодарен. И также, если у вас есть любые комментарии или вопросы, оставляйте их ниже. Также подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Борис Караман. Ну а мы с вами, как делают американцы, увидимся в следующем видео. Bye!